Я уж, конечно, не знаю, как на самом деле было, но очень много исторических материалов интересных. Я исполняю роль Лионеля, бургундского рыцаря, который изменил родине и вместе со своим герцогом, собственно, перешел на сторону врага. И вот он решает вернуться на сторону Франции и присоединиться к Иоанне в ее борьбе. Агнеса Сорель очень интересный образ. Она интересна тем, что это живая личность, яркая живая личность, которая оставила свой след в истории Франции. Провокация начинается. Глаза! Девушки! Глаза! Не закрытые глаза! Но если ты сошла на время с неба. В опере Агнеса Сорель совмещена с Орлеанской девой. На самом деле, исторически они не соприкасались. Агнеса Сорель была очень маленькая, когда Жанна была представлена ко двору и когда она совершила свой подвиг. Воспользуйся минутой, Свет убирается. а улица все Не на пуста. кого. Дай руку мне, иди со мной, я буду твой защитник. Такой благородный герой, наверное, равный по своему благородству самым прекрасным героям Чайковского, таким как, например, Елецкий в «Пиковой даме». Герой, который, как сказать, без страха и упрека. Да. Не моя десница, душа, но ты моя. Ты моя. Ты моя. Не все. Не все. Агнеса Сорель силой своей любви влияла на короля. Она была любовницей короля, повлияла на то, чтобы Карл VII взял оружие и встал во главе своих войск и все-таки принял участие в войне. Она сказала, что мое сердце будет отдано смелому рыцарю. Такой интересный путь для меня в эта роль проходит, что от ненависти к Иоанне он приходит к любви и к самопожертвованию. Очень много нового для нас откроется вот в этой опере, потому что такая стилистика, скажем, более близкая к Вагнеру, наверное, вот боевое такое рыцарское время. Непростая опера, непростой сюжет и непростые отношения. Здесь очень яркие, нужны сочные голоса, полнозвучные. Ну, не говоря уже о самой Орлеанской деве. Конечно, это, в принципе, должен быть очень уникальный голос, который в состоянии выдержать и тесситуру, и мощь этой партии, и при этом давать нежность, потому что Орлеанская дева – это все-таки нежная пастушка, которая неожиданно для себя была выбрана для такого подвига. И важно певцу удержаться и не уйти вот в этот драматизм, потому что очень сложно тогда удержать свой голос. Получается, можно уйти в форсаж.
Это нужно быть готовым. К этой опере нужно созреть.